Золотая лихорадка. Опа, приветствую, друзья. Давно не выходило на моем канале видео по золотой лихорадке. Уже давно подписчики от меня требуют новые серии, а у меня тут то проблемы с компьютером были, то видео по страйкболу. Кстати, друзья страйкболисты, это видео не про страйкбол, поэтому прошу вас не отписываться от канала из-за того, что и игровые видео выходят. Зачем я это, правда, сказал? Я думаю, и так все понятно. Так, друзья, насколько я помню, в очередной серии золотой лихорадки я обещал показать, как расположить всю периферию, как подключить грамотно, где расположить генератор, так, чтобы было удобненько добывать золото, скажем, чтобы все было под рукой, очень близко и очень доступно. Так как у меня ломался винчестер, потом я покупал новый процессор, я заменил видеокарту. Как слышно по микрофону, я еще и заменил микрофон на более лучший, хороший. Вот, за кадром мне пришлось начать все заново, абсолютно все заново. Если старожилы моих видео именно по золотой лихорадке помнят, что я начинал копать вот отсюда, заметят, что теперь здесь ничего нет. То есть мне пришлось, начинать все заново, копить опять деньги на промприбор, который я вот купил. Немного денег не хватило на конвейерную ленту. И питатель для конвейерной ленты вот сюда. Они устанавливаются. То есть это для загрузки грузовиком в промприбор. Вот. То есть только на них у меня денег не хватило. А так, сегодня установим. На каждом участке в золотой лихорадке имеется определенный набор зданий и функционала. То есть имеется небольшой островочек с дешевым золотом, палатка, где установлен планшет, маленький трейлер, в котором мы спим, место для установки промприбора, имеется большой участок для работы экскаватором, место покупки, то есть вы заказываете через планшет, и все появляется здесь. Под этим навесом появляется то, что вы потеряли, куда-то у вас заглючило, улетело в космос с третьей звуковой скоростью, для потеряшек. Далее есть место продажи. Место продажи, сюда загоняется либо тяжелая техника, либо мелочь сюда тоже можно сбрасывать, чтобы продать. Не обязательно то, что мелкое, какие-нибудь там фильтра, если вы играете с поломками, зубы, тому подобное. Оно бывает скопится. О, солнце выглянуло. Оно бывает скопится, уже много там лежит всякого поломанного инвентаря. И надо бы продать, и какую-то денежку за это забомбить. Некоторые вот кидают прям сюда. Это какой-то лишний геморрой просто. Зачем? Можно прямо на пикапе заехать вот на это место, в пикапе в кузове лежит то, что хотите продать. Прямо заезжаете сюда, заходите в кассу, убираете, здесь будет список того, что находится на зоне продажи, убираете отсюда грузовичок и продаете все, что в нем было. Все, потом на грузовичке просто отъезжаете. Я точно не помню, по-моему, грузовичок, кажется, продать невозможно, потому что его больше нигде не купить. А он как обязательная вещь на старте игры. То есть, он нигде не продается, грузовик. По-моему, его не продать. Но надо будет вообще попробовать, протестить. И вот это вот ангар для тех, кто играет с поломками. Им необходимо будет на зиму, в моменты так называемых заморозков, прихода заморозков, им нужно будет все оборудование, которое невозможно переместить в место для хранения. Вот отделение магнетита, потом, всякое такое вот, насосы, шланги и тому подобное, все переносится сюда. Если, конечно, вам не жалко это все оставить прямо, чтобы оно лежало под открытым небом. Переносится вот сюда. И все. И под этим в этом ангаре ничего не сломается. Но это если вы играете с поломками. Я играю без них. Но, возможно, если вы напишите мне в комментариях, что вы очень хотите посмотреть, как я прохожу на сложности, там тоже есть свои нюансы, тоже есть свои подводные камни. Так, а я приступаю к установке промприбора. С чего я начну? С отсадочных машин. То есть я буду начинать с самого низа, вот отсюда. Отсадочные машины вот сюда устанавливаю. Потом закладываю желоба для решет и канадского моха. Потом устанавливаю тромель, или барабанное сито, называйте как хотите. Потом следующим идет желоб для решет более крупного золота, так называемых самородков, наггетс с английского.
Потом устанавливаю желоб для хвостов. Вот так вот он, по-моему, называется. Ну, или для камней. Они просто улетают туда и исчезают. Вот. И последним устанавливаю встряхивающий стол. Ну, или вибростол. Ну, или промприбор. Так он называется на самом деле. В настоящей золотой лихорадке, так что по Discovery идет. Ну, а на данный момент у меня конвейера и питателя конвейера у меня нет. Вот, еще я хочу проверить, кто-то когда-то где-то я слышал, что можно грузовиком подъехать вот сюда без конвейера и без конвейерной ленты, ну, это питателя, и выгружать прямо здесь под вибростол, и как будто бы он загружается. Ну, хочу заодно попробовать. А так вообще, как бы, удобнее будет, если здесь будет все это вот стоять конвейер, питатель конвейера и тому подобное. Сколько раз я уже повторил. Так вот мне стропа. Значит, сажусь в экскаватор и начинаю монтаж промприбора. Сам обещал рассказывать, как закреплять, крепить, устанавливать, перетаскивать. Все это делать удобно, а сам езжу и молчу. Значит, именно вот эти отсадочные машины устанавливаются вот этой частью к промприбору, ну точнее к желобам. Вот этой частью к маленьким желобам, которые, которыми на реке мыли. Вот он здесь будет установлен. Поэтому вот это как бы попа, вот это как бы перед. Да, и вот попой к промприбору. Чтобы удобнее было цеплять, но вы уже видели на ускоренном воспроизведении. Удобнее вот так. Двух вполне достаточно. Так, следующие теперь желоба, или желобы, похоже на желуди. Так, также цепляюсь за вот эти вот крайние, то есть эта часть будет под тромелем, барабанным ситом, а эта часть будет желоба сливаться в отсадочные машины, которые мы только что установили. Это вот раз, второй у меня лежит там дальше. Сейчас мы их точно так же установим. Быстро и удобно.
Далее у нас на очереди тромель. Ну или барабанная сито, называйте его как удобно. Так, вот с ним тут небольшое неудобство. Но я сейчас покажу, как от этого неудобства уйти. В конце концов, именно за этим мы здесь и собрались. Значит, нужно застропить его так, чтобы вот этим двигателем тромель был именно к экскаватору. То есть вот этому зацепим за вот эту часть, которая сейчас пока что не достает. А вот эту за вот эту часть. То есть мало того, что не за одну сторону, так еще и перпендикулярно, чтобы он висел ровно, а не перекувыркнулся. Так, теперь это достает. Теперь не достает та. Что делаем? Зацепляем вот эту первую. А дальше чуть вытягиваем ковш до той, пока не начнет вот именно двигать тромель. О, начал двигать. Значит, этот строп вытянутый на максимум, и этот теперь зацепится, достанет. Оп. Все, подхватываем и потянули на место установки. Я подцепляю именно так, потому что я устанавливаю его вот отсюда, сверху, с верхней части. Вы можете подцеплять по-другому, как вам удобно, и подъезжать оттуда снизу, но там уже будет и выше задрать его надо, приподнять, я имею в виду. А здесь это вот устанавливается так и очень быстро. Таким же способом и с этого же места сейчас я установлю желоб для самородков. Опять же, координация. Здесь будет тромель. Здесь от вибростола будет течь, то есть в том направлении, что и показывают стрелочки нам. In, out, уходит туда, движение в ту сторону. В общем, игра сама подсказывает. Но именно так я цепляю, потому что буду устанавливать с той же стороны, с которой устанавливал и тромель. Всегда строплю перпендикулярно. Быстро, не правда ли? Ну, я уже собаку съел на установке промприбора, поэтому я уже досконально знаю, чем и хочу с вами поделиться. Так, и осталась самая тяжелая часть. И опять пошел дождь, и не видно ничего, как будто бы, блин, ночь пришла. Что-то с этими осадками в этой игре, какие-то проблемы. Именно вот с затемнением, вот этим вот, с атмосферой такой вот. Постоянно, как начинается дождь или снег, ой, приходит какая-то тьма, как в Silent Hill. Ну еще и сохранение, сжирают ресурс на какую-то, на 2 секунды компьютера, так как будто бы НАСА отсылает в космос какой-нибудь очередной Pathfinder. Так, стропим вот таким образом. За верхней здесь есть и нижние петельки. Где они делись? Так, мы стропим за верхней. И опять же перпендикулярно. Так, а как же мне до туда достать-то теперь? Так. Угу. Раз. Оп.
Оп. И на место его. Ну и вот, практически все готово для подключения. Сейчас поставлю насос. Да. Так, надо его сейчас перевернуть экскаватором, на место поставить. И машиной отвезти его туда, куда нужно. Так-то можно, конечно, его застропить. По-моему, должны быть здесь у него петли для строповки. Сейчас проверим. Да нет, я все же его сейчас переверну экскаватором и машиной отвезу. Вот так. Вы же помните, что со шлангами нужно ходить, а не бегать, чтобы его надольше хватило на большую дистанцию? Нет, ну туда напоминаю. На настоящем прииске насос всегда в электросети, в электропитании всегда стоит первым. То есть его запускают всегда первым. А потом идет от низшего к высшему. То есть отсюда раз загружается, значит это первая ступень переработки. Там последняя. И запускаться начинают с последней и к первой. Поэтому подключают их соответственно. Так, а что, собственно, я сюда приехал? Необходимо съездить, выплавить золотишко, поднабить чуть-чуть денег, ну и купить недостающие ингредиенты для установки, для подключения системы. Жолоб тут еще дополнительный купить нужно. Я-то один жолоб возьму с реки, где у нас на реке стоит, где у меня на реке стоит жолоб. Второй нужно купить и купить все, что для него нужно.
силовых кабелей, разветвителей, электронику всякую. А, еще забыл вот что сказать. При установке промприбора я использую только 5-метровые стропа. 5-метровые. Здесь 4, 5 и 7. 7 слишком длинные, 4 короткие, а 5-метровые прям вот в самый раз. То есть рекомендую использовать 5-метровые стропы. Так, ну съездил, я продал золотишко. Так, переплавил, продал. Того у меня на счету 167 тысяч басков. Так, теперь надо сейчас разблокировать в планшете магазин, чтобы он был у меня здесь, а не ездить к нему каждый раз. Вот он. Стоит 20-очку. Нормально тогда. Так, мне нужно вот это. Это. Так, циновочек 4 штучки. Касса заказать. Так, на место покупки. Все загружаем. Дозакупаем еще. Отвозим, подключаем. Занимаемся, в общем, делами. Напрягает, опять ночь пришла. Что не ночь, то дождь идет, или снег идет, или ночь наступила. Да. Удобнее было бы оттуда их привезти и оттуда устанавливать сверху. Раз. Вообще, тут эти вот рифли, которые я сейчас устанавливаю, они в золотой лихорадке, которая по Discovery, они вообще-то водные, то есть к ним еще подключаются шланги, и они там дополнительные создают водяной поток, чтобы осаждать более крупные куски золота, чтобы они не как камешки смывались. И из-за маленьких решет, вон тех вот, что в желобах лежат, чтобы они не выкатывались куда зря. А именно, чтобы останавливались здесь. Но там к ним подключаются шланги. А я, как здесь посмотрю, это просто уголки между собой сварены. То есть решета, только более крупного размера. Ну, скажем так, условности игры. Так, я ни с чем не ошибся. Все я правильно делаю. Сейчас сюда придет разветвитель. Вот, отсюда пойдет на промприбор к маленькому разветвителю, а дальше уже пойдет на малые желоба вот сюда. Так, а теперь надо привезти оттуда с ручья эти желоба. Привычка у меня такая, сразу тут же выключать технику, потому что кушает она бензин очень здорово. Но здесь на соляре и бензине можно разориться. Потом привычка у меня сразу же тут же сжать X, отключить двигатель. Полезная привычка. Вот, теперь что делаем? Шланг. Его вот сюда, оп. И побежали с ним. Не, ну это симулятор прыжков, поэтому он как в штанишки накакал, главный герой. Поэтому я сейчас вот хоть и пробежался, но чуть-чуть подмотаю, дабы его сделать покороче. И подключаю сюда. Это раз.
Вот. Обо что застрял? Почему не идет вперед? А не обо что, просто. Симулятор копания на экскаваторе и прыжков главного героя. Вот так вот чуть-чуть. Во. Отлично. Далее. Это не нужно, это не нужно. Это пригодится. Едем закупаться остальным. Идет вот сюда, это вот сюда. Какое-то эхо появилось. Это идет сюда. Опять же, не бегу. Так, насос, потом маленький этот, потом тромель, значит, вот сюда. Это никакого не имеет значения, все равно здесь запуск делается через одну кнопку. Так что последовательность, как я говорил, она не особо важна, но просто я делаю так. Она ни на что не повлияет. Чтобы он не натянутый был, не мешался тут. Понимаете, почему я так сделал? Можно было, конечно, желтенькими подключить и к желтеньким разъемам. На генераторе такие имеются. Но я вот так вот сделал более эстетично, скажем так. Можно будет еще что-нибудь подключить, там свет в тот момент, когда работает прибор, чтобы более заметно было и издалека, какой процент наполнения ковриков. Ну или еще что-то, не имеет значения. В общем, если бы, конечно, устанавливать здесь еще дополнительный конвейер, что я и сделаю, то тогда да, мне одна понадобится. И тогда я желтые проводочки подключил сюда. Потому что каждая из лент, это требует электричества, и это требует электричества. И они будут заняты все полностью, вот только сугубо протягивание вот этим вот промприбора. Далее, нужен еще один красный шланг с водой. Смотрите, я всегда покупаю насосы электрические, запитанные от генераторов, дабы не заморачиваться постоянно с их заправкой.
что вот большой, что маленький. Я просто однажды подключаю его к генератору, включаю его, и потом просто включая генератор, он автоматически сразу начинает работать. Выключая генератор, перестает работать насос. Протестим. Так. Вибрирует, но нет воды. Надо просто включить. Оп. Все, заработало. Вода есть, трусится. Вода есть, решеты положены. Ну как шумит. Тромель крутится. Отсадные машины работают. Вода в маленьких желобах есть. То есть весь промприбор работает от одного дизель-генератора и от одной кнопки. Вот такая схема подключения избавляет вас от бегания по всему участку и включения маленьких насосов, больших насосов, отключения генератора, включения генератора и тому подобного. Ну, тому подобного. Я слишком много использую выражение тому подобное. Вот, все заработало. Непрофессионально, когда тебе звонят во время записи. С этим все. Да, по сути все. Можно пробовать подвозить грузовик. Все подключено, все везде работает. Все. Промприбор установлен. Вот таким вот образом. Ну а уже в следующей серии я перенесу сюда цех доводки, перемещу, здесь расположу удобно. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В общем, знаете вы, что делать. Есть мне еще что по золотой лихорадке рассказать, так что до встречи.